Всем привет! Сегодня у нас в гостях Юлия. Она сейчас проходит лучи, уже закрепляет ремиссию. И давайте послушаем полностью эту историю. Юлия, расскажите, пожалуйста, сколько вам было полных лет, когда вам поставили диагноз, и какая именно лимфома? Мне было 42 года. На тот момент у меня уже были клинические проявления больше 2 лет. И врачи в моем городе лечили меня от всего, что угодно, только не от лимфомы Ходжкина. И когда меня направили в Москву, в НИИ Бурназяна, то здесь мне сразу поставили нужный правильный диагноз. У меня лимфома Ходжкина, нодулярный склероз, 4-я стадия, ЕХ. То есть она была какая-то неагрессивная, да, что столько лет вы могли с ней ходить? Или были какие-то очень серьезные побочки? Как это? Нет, именно проявления какие-то и клинические симптомы появились, ну, наверное, последний год. Появился кашель, вот, особенно как все описывают в положении лежа. Увеличенные лимфоузлы, вот именно конгломератами, они у меня с самого начала. Но когда я обратилась впервые, то все списывались же это на ковид, говорили, что это вот послековидное, постковидное, это все пройдет, полечитесь, подождите там полгода. Вот, ничего не уходило. Температура, когда плохо себя чувствовала, измеряла температуру, тоже думала, что, ну, где-то подпростыла или еще что-то. Мгм. Вот. То есть целый год были, по сути, увеличенные лимфоузлы, все говорили, это последствия ковида, никак больше себя не Да. проявлял, и вот так вот это тянулось. А когда вы отправились в Москву, там посмотрели анализ крови, или почему они решили сразу брать биопсию, почему ускорились? А, да, вот, кстати, я работаю на предприятии оборонном, и мы проходим каждый год комиссию, так как мы работаем в аварийных условиях. И на флюорографии, на последней, у меня было выявлено смещение средостения. Потом, когда мне сделали КТ в городе, у меня в легком нашли уже образование. И они подозревали онкологию, но их смущало то, что лимфоузлы увеличены в средостении, в подмышечной области, на шее у меня были очень увеличены лимфоузлы. Поэтому именно с этим они меня отправили в Москву. Вот. А показатели крови, все было По как? крови гемоглобин был немного понижен, но так как у нас, допустим, гемоглобин 120, а у меня был 116, как бы это тоже настораживает. Но для обычной женщины, да, для обычных условий 116 гемоглобин нормальный. У меня было очень высокое соя, оно мне нарастало. У меня оно началось, наверное, с 22, и на момент, когда я уже пришла на химию, у меня соя было 58, 60, вот так вот оно скакало. Сейчас оно пошло в норму после курсов химиотерапии, сейчас все хорошо. Тромбоциты. Знаете, как интересно же, иногда у некоторых при лимфоме тромбоциты, наоборот, опускаются вниз. У меня были повышены. Был повышен D-димер в 4 раза. Не 500 было, а 2000. Так, что еще? Ну, и С-реактивный белок, СРБ, так называемый. Он у меня тоже был 105. Это очень большие цифры. То есть какое-то сильное воспаление шло, но это не Да-да-да, поэтому онкомат? и думали, что пневмонии, думали, что сепсис перенесла после пневмонии из-за того, что я кашляла, у меня говорили, что у меня как бы хронический гайморит или еще что-то. И вот на этом фоне и СРБ повышен, и соя высокая. Вот. А после биопсии как скоро вам назначили химию? И какой, кстати, протокол? А, так, я поступила на обследование в Москву в мае месяце, это после первых майских праздников. По-моему, 2 мая меня госпитализировали. Биопсию тоже у меня взяли вот между праздниками, между первомайскими и 9 мая. Ну, прям в одно А на время. первую химию я легла 8 июня. То есть достаточно быстро все прошло. Спасибо большое моим врачам. Вот. Биопсию и исследования мне делали в Рогачева, Дмитрия Рогачева, и в Бурназяна. И там у меня подтвердилась лимфома Ходжкина сразу. И вы Ну, как вы отправляете. знаете, что нужно же из 2 источников, чтобы пришли результаты одинаковые, тогда только будут химичить. У нас вот было так. А классическая лимфома или лимфома Ходжкина какая? Их просто сильно. Нодулярный склероз с лимфоидным преобладанием. Там как-то интересно. В одном месте с лимфоидным преобладанием, потом они уже этого не пишут, просто нодулярный склероз.
А какой протокол лечения выбрали? У меня был биокоп эскалированный, 4 курса. После 2 курсов я вошла в ремиссию, и 2 курсами уже закрепляли. Вот. Но у меня после 2-го курса в больнице была пневмония, и как бы после пневмонии мне ПЭТ-КТ не делали, мне делали только КТ. Там в больнице 2 раза сделали КТ, и когда они мне делали КТ после курса, то есть нет, это даже, получается, я на 2-м курсе была. И уже на 2-м курсе по КТ у меня в легком ничего не осталось, только небольшие лимфоузлы были вот в средостении, там, где вот трахея переходит в бронхи. То есть, получается, уже после 1-го курса можно сказать, что пошли очень хорошие улучшения. Кстати, об улучшениях. На 3-й день после 1-го вливания у меня уже ушли вот эти вот большие конгломераты на шее. Они распались все на маленькие лимфоузлы и стали уходить. И на груди также. То есть химия подействовала сразу, это было видно визуально. То есть Ну, даже то вот есть даже можно было... прощупывались маленькие такие комочки, да? У меня Сначала, тоже были вы такие знаете, надутые. сначала у меня было вот, я могла вот так вот в ладонь взять, вот такая была шишка на шее. А через 3 дня, вот, ну, как раз когда заканчивалось у меня, наверное, 3-е вливание, 3-й день, они были маленькие. Моя врач приходила за Рой Кайцаковной и говорила: ой, какие пупсики. Так смешно было, конечно, это все слышать. А изначально опухоль в средостении сколько было сантиметров? У меня нет опухоли в средостении, у меня только лимфоузлы увеличены. Самой опухолевой массы, вот как у большинства, да, вот кто на форуме у нас, у девочек, у меня такого нет. У меня множественные лимфоузлы, но их много. И они вот паратрахеально были лимфоузлы, они там все там 2 сантиметра, еще сколько. Но у меня было поражено легкое, у меня в легком уже было. Вот. Мгм. То А есть так вот 2 курса, только по и уже лимфоузлам. был 1 балл сразу ремиссия, да? После 2 Нет, курсов? у меня 2 балла. После 3-го курса у меня было ПЭТ-КТ 2 балла. В свечении все у меня меньше пула крови. И они хотели мне еще 1 курс провести 5, но потом подумали, что как бы уже не критично, можно уже просто меня на лучи перевести, потому что 4 курса эскалированного биокопа, сами понимаете, насколько это тяжело для организма, насколько это токсично. И они сказали, что ну, не будем тебя мучить токсичностью, давай уже на лучи. Вот сейчас лучи прохожу. А лучи ведь назначают, если опухоль была больше 10 сантиметров, а если у вас нету, по каким показаниям они отправили на лучи? Они смотрели, в моем случае именно, они смотрели на первоначальные вот эти вот лимфоузлы, конгломераты, где были самые большие. Да, они меня сейчас облучают легкое, там, где вот было вот это вот опухолевое образование, шею, подмышку. Вот. И в грудине, у меня немножечко светилась грудина, кость, костный мозг, ну, вот. Поэтому тоже решили его облучить. Мгм. А какие были самые сильные побочки? Как переносилась химия? Насколько вообще тяжело по протоколу? Но первый курс побочек как таковых не было. Ну, только к концу, ну, если это можно назвать побочкой, потеря волос, а, на 14-й день, ну, классически все было. Тошнота, да, была небольшая. Основные побочки начались где-то к 4-му курсу. 3-4 курс, да, там уже тошнота, рвота, вот это вот все отвращение не то, что там к запахам каким-то там, к больничной там еде там или еще к чему-то, даже вот как тележка едет там со звуками, вот это вот трясется, там уже тебе тошнит и рвет, и все. Вот. А вот сейчас, на данный момент, у меня полинейропатия как последствие. Мгм. Ну, это Надеюсь, быстро что пройдет. У меня пройдет. тоже. Мгм. Волосы вот отрастают потихонечку. Ну, уже много так, солидная прическа. Но прическа это не назовешь. Но это вот после последнего вливания прошло 2 месяца. М. Быстро у вас прям растут. А что посоветуете тем, кто только столкнулся с этим? Я просто помню, когда только я прочитала свой диагноз, я ночь не могла уснуть, плакала, уже думала, никогда своих не увижу, через неделю умру, но потом взяла в себя в руки, все-таки пришла. Вот самый тяжелый период. В основном такие нас и смотрят, те, кто только начинает этот путь. Что посоветуете людям? Я хочу выразить большую благодарность и форуму этому в том числе.
людям, кто помогал мне. У меня есть девочка Кристина у меня в Инстаграме, я ей написала, она мне сразу откликнулась. И на протяжении моего лечения она и спрашивала меня всегда: Юля, как ты, что ты? Помогала мне. Она 10 лет уже в ремиссии. Она молодец, она такая красавица, я смотрю на нее прям. Потом ВКонтакте у меня тоже есть, ну, там мужчина молодой, тоже я к нему обратилась тогда с советом, когда только узнала диагноз. Все рассказал, приободрил. А потом мне сестренка, она подсказала ваш форум, вот. Я читала, ну, иногда, знаете, иногда заходишь на форум, да, хорошие новости, и у тебя как-то появляется уверенность, что все будет хорошо. Иногда вот в начале пути, когда прочитаешь что-то такое, там, ага, вот у кого-то рецидив, и руки опускаются. Ни в коем случае не нужно отчаиваться. А, Потом очень хорошо, когда есть рядышком кто помогает. У меня вот моя сестренка, мои друзья, большое всем спасибо. У меня были очень замечательные врачи. Я очень благодарна, наверное, всей клинике Бурназян, потому что там все, вот, начиная от нянечек и заканчивая вот, мой врач Зара Кайцаковна, Анастасия Михайловна, врач, который подменяла моего врача, заведующий наша Анаита Арташевна, они так относились все хорошо. Нужно доверять своим врачам и, наверное, искать своего врача, если есть такая возможность. И обращаться, не бояться с вопросами. Я думаю, что всегда все помогут. А люди, которые прошли через этот путь. А потом наш диагноз, на самом деле, это то, что лечится, то, что излечимо. Вот. И все будет хорошо, верить. Верить в себя, в свои силы. Да, главное не М. бояться, волосы отрастут, все восстановится. В общем, никому не бояться, все будет хорошо. Спасибо большое, что уделили время, поделились своей историей. Мгм. Всего доброго. Всего доброго, здоровья всем. Все Да, будет хорошо. спасибо.